Микул Мион 1. Вот такой вот ТВ-боксик в районе $100, который стоит и который имеет Dolby Vision, Dolby Atmos. Вот такая вот новиночка. Смотри, ну покажи поближе. Давайте сразу по портам, да. SP-дивчик, 3.5 выход. У нас вот такой вот HDMI, LAN J45. Ну, насколько вы узнаете попозже, поэтому смотрите до конца. Вход питания, 2 USB 2.0 и разъем для TF-карт. Вот такой вот необычный, в принципе, дизайнчик. Есть вот такой вот пульт у него, Bluetooth с голосовым управлением. Вот такие вот кнопки кастомизируются через приложение. Там вот это, еще тут парочку. Кастомизируются через само приложение, через сам Google TV. И да, Google TV, правильно. Google TV 14. С автофреймрейтом, с заявленными AISR, это функция искусственного интеллекта, который, честно говоря, так и не нашел. Производитель не Mikul, а Skyward Digital, сразу говорю. И вот, знаете, я так прям накинулся со старту, но это не значит, что TV-бокс плохой. TV-бокс получился хороший, стабильный, да, без AISR на текущий момент. Возможно, добавят, возможно, нет. Я обещать не буду, потому что я этого не знаю. Теперь, что меня разочаровало? 100-мегабитный LAN разочаровал за $100. И разочаровало, знаете что? Потому что вот есть вот такой вот TV-бокс Xiaomi. Xiaomi, этот TV-бокс на M-Logic S905X5, все красиво, по 2,5 ГГц. Формула памяти 2/32. Потом, чего там? Ну, Bluetooth пульт, которым можно управлять дополнительно опцией инфракрасной вашего телевизора. Потом ты начинаешь думать, стоп, вот есть еще один пульт, и там тоже можно управлять опцией инфракрасной телевизора. И есть сам по себе Xiaomi, который фактически есть, вот знаете, как братом-близнецом. Да, немножко меньше портов, у него одна USB, ну давай покажи, пожалуйста, вот поближе. У него одна USB, один HDMI, у него нет SPD и нет LAN-порта, который можно прикрутить, в принципе, через хаб на USB. Но цена-то у них разная. Этот намного дешевле, при этом он стоит в районе $60, а этот стоит в районе $100. Если вы хотите увидеть баттл вот этих двух девайсов, потому что, ну извините меня, 2/32, S905X5M, у этого есть AISR, у этого нет AISR, у этого есть 100-мегабитный порт, а нужен ли он в таком исполнении, непонятно. 5 ГГц Wi-Fi примерно одинаковый, пульты разные, Netflix одинаковый, звук одинаковый, короче. Хотите баттл? Я вам сделаю. Поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик, следите за нашим каналом, он обязательно будет. Потому что ссылки в описании под видео на проверенных продавцов, что на этот TV-бокс, что на этот TV-бокс будет. Давайте вернемся к вот этому Микулу Мион 1. Что хотели сделать? Хотели сделать вот топовое устройство с Dolby Vision, с Dolby Atmos. Но мне очень сильно помнится их Микул КМ2 плюс Deluxe. Кто помнит такой ТВ-бокс? Где они выпустили тоже Dolby Vision, Dolby Atmos. Сначала с маленькой проблемой, потом номинальное исправление проблемы. И все. И больше я обновлений не увидел. Хотя обещали. Что будет здесь, знать не знаю. Они перешли на Skyward Digital. Интересно, конечно, что это будет. Но в целом ТВ-бокс получился неплох. Давайте так. Мы идем сейчас с вами его, ну, во-первых, посмотрим, сколько стоит. Во-вторых, потестируем и потом сделаем выводы. Что в комплекте? В комплекте блок питания. Вот такой вот на 12 ватт, самый простой. Ну, пульт вы уже видели. HDMI самый обыкновенный. И зачем-то присылают вот этот вот резиновый, вот этот вот чулок для пульта. Вот эти вот шипы здесь сзади. Знаете, какую-то, это похоже вообще на BDSM атрибут, потому что если засунуть туда мой палец, у меня такое остается впечатление, что мой палец в чулках, как, знаете, палец с низкой социальной ответственностью. Шучу, конечно. Да, и резиновое изделие номер 2, которое, честно говоря, я бы не использовал бы. Во-первых, твою мать, зачем я это сделал? Короче, ребят, переходим, тестируем, потом вернемся на выводы. Технозон. И вот его цена. $99. Евро-версия вилка. Можете, знаете как, если у вас есть, допустим, американская либо китайские розетки, да, вот эти вот переходники, можно сэкономить еще почти $5. Но не столь суть важно. Тут сразу хочу сказать, если вы увидите в заголовке 1000 мегабит, это вот разводнячок от Микула, когда они пишут, что там типа LAN 1000 мегабит. Не ведитесь, тут 100 мегабитный LAN. И давайте разбирать, что у нас есть. Продают либо с клавиатурой твою налево, либо с геймпадом. А что, отдельно не продают? Нет.
Ладно, но при том, что это Микул официальный трейдер. О чем идет здесь вообще вся речь про этот ТВ-бокс? О том, что это глобальный лидер продаж ТВ-боксов, производитель, ничего себе, не видите, они себя больше рекламируют. Но они показывают, что здесь есть Netflix, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4K HDR10+, Wi-Fi 6, и здесь уже пишут 100 мегабитный LAN с Bluetooth 5.2 на Google TV. Вот это уже правда. А вот это все то, что вам здесь показывают, это все сборочная линия. Чтобы вы понимали, производитель этого ТВ-бокса Skyward. А дальше Google TV OS, они тут расписывают, что там у них Netflix 4K, официальный, без багов, 4K HDR декодинг, онлайн апдейты. Да, так и есть. И Dolby Vision, Dolby Atmos тоже есть. 30К DMIPS процессор, я не знаю, зачем в таких единицах измерять, люди вообще, они только к Antutu привыкли, но у нас Antutu уже гонка, вот эта Antutu на ТВ-боксах, она не актуальна. Есть поддержка AISR, а вот здесь у меня вопросы, и дальше я вам их покажу. AISR я не увидел. Есть AV1 и HDR10+. Дальше у нас тут по интерфейсам, которые мы с вами уже разобрали. Они даже прям вот разбирают пульт, сколько тут какая кнопка, за чего и за что отвечает. И тут даже, видите, пишут, почему 2 гигабайта не мало, и все отлично работает, и сравнивают. Вот эти сравнения меня больше всего бесят. Они меня больше всего бесят, что они сравнивают S905X5M с S905X3. Да, или с S905X4. И зачем вот эти сравнения? И что значит older, более старый 4К бокс? Вот это вот маркетинговая их манипуляция о том, что там 1,5 гигабайта оперативной памяти и 8 гигабайт eMMC. С чем вы сравниваете? С чем вы сравниваете? Зачем это делать? Это вранье. Ну, возьмите, сравните с Югусом каким-нибудь, да, там, более старым на 905X3. Это вранье. Нельзя так делать, это некрасиво. А вот с чем они его не хотят сравнивать? Они не хотят его сравнивать, например, с тем же самым, как я вам уже говорил, Xiaomi Mi Box S 3 ревизии. Вот это их не устраивает. Давайте так, ссылка в описании под видео, и всю вот правду мы сейчас про него посмотрим. Я не говорю, что это плохой ТВ-бокс, я говорю, что мы покажем только правду. Какая же красивая заставка, да? Давайте с вами выйдем на главное меню, и мы видим, что это уже обновленный, видоизмененный Google TV. Давно не заходил я на Google TV-боксы. Смотрим, все красиво, те же самые каналы рекомендаций, ну в данном случае YouTube Мегого, так я нахожусь в Украине, Prime Video можно выпилить, сюда что-то из этих двоих подтянется. Теперь дальше, у нас исчезла, ну по крайней мере в моей стране исчезл раздел фильмы, есть заставка, кнопка, вообще все очень адекватно, все очень быстро работает, интерфейс действительно, смотрите, то есть мы можем очень много там чего-то делать, очень много чего-то клацать, раздел приложений, все хорошо работает. По голосовому поиску сразу. Фильм «Черкасы». Голосового глобального поиска, он хотя и есть, но он выглядит вот таким вот образом, это как каталогизация, не более. Если бы вы были там в Штатах, например, или в Германии, вот там была бы покупка этих фильмов, но тоже, опять же, не во всех приложениях он будет искать. Зато он будет искать конкретно во внутренних приложениях, то есть внутри приложения, например, если мы зайдем в какое-нибудь приложение, которое поддерживает голосовой поиск, глобальное нажатие на кнопку, то есть, например, здесь канал Технозон через API самого Google TV, то он будет искать внутри приложения без необходимости входить и вводить запрос. То есть он заходит конкретно, именно ищет канал Технозон, сам подставляя это в раздел определенный. Но раз уж мы уже с вами в YouTube, то давайте, конечно же, проверять нашу работу стриминга именно YouTube. Если мы включим с вами Magic Forest 4K, вы видите сейчас, что он работает 0 дропов, 4К и VP9, но если вы посмотрите на вставку телевизора, вот я сейчас здесь включу 4К 60 FPS, вот мы включили с вами 4К 60 FPS, будет 0 дропов, все красиво, и вы сейчас видите вставку с нашего тестового телевизора, где он проигрывает HLG, HDR, тоже 0 дропов, 4К.
При том, что если включить тот же самый, допустим, Wild River 4K, он тоже будет работать в HDR, а с AV1 кодеком, то есть здесь VP9 у нас на основном экране, на дополнительной у вас вставочке AV1 кодек, и также у нас здесь хороший коннект, хороший буфер health, то есть здоровье буфера, то есть к YouTube вообще вопросов нет. Также он поддерживает различную скорость анимации, имеется в виду воспроизведение, то есть вы можете его ускорять 1.25, 1.5 и 2 он тоже вытягивает без каких-либо проблем. То есть по YouTube в этом ТВ-боксе изначально вопросов нет. Как в стандартном клиенте, так и в нестандартных. И сразу уже давайте Netflix проверим. Давайте заходим на Netflix, и если вы посмотрите на вставку вставку на тестовом телевизоре, то 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, все отлично тоже он определяет и показывает. То есть я не буду показывать, дабы не налететь на претензии правообладателей. Уж очень они лютуют на текущий момент. По аппаратной платформе через AIDA 64 мы сразу натыкаемся на надпись Skyward Digital, Micool, HP4 CQ платформа, 2 гигабайта на 32 хранилища. А по центральному процессору это Cortex A55, 4 ядра по 2,5 ГГц, конечно же 64 бит, работающих в 32-битном режиме. А за отображение отвечает Mali G310. Сеть с коннектом 1200 мегабит, да, это Wi-Fi 6, Android 14, Mali G310, температуры доступа к датчикам нет. И уж если мы коснулись темы Wi-Fi, давайте посмотрим на тесты скорости сети. По 5 ГГц Wi-Fi в серии тестов он выдавал нам, вы видите сейчас 313 на 350 в пике. Вообще в среднем 350 на 350 он спокойно работает. То есть, я вам просто показываю на момент съемки этого видео. Lana J45 100 мегабит, при этом который показывает там 90 на 80. То есть это стандартный такой обыкновенный порт, который ничем не примечателен. А вот 2.4, откровенно говоря, успел удивить. Он удивил тем, что сначала я увидел, что он выдает 260 на 100 с мелочью. Я пошел в валидатор, и да, действительно, в режиме 2.4 он у меня выдавал больше 200 мегабит. Это для меня было удивительно. Но потом, уже когда после тестов я пробовал посмотреть на 2.4 некоторые фильмы, некоторые YouTube, бывал коннект проваливался до 6 мегабит. Не знаю почему. Вот не могу выяснить причину, то есть тесты показывают одни, а иногда на коннекте другую. То есть 5 ГГц и LAN вообще вопросов нет, хотя он 100 мегабитный обидный момент. Если бы сделали 1000 мегабит, вообще был бы топовый. 2.4 показывает хорошо, но тут возможно вопрос именно в моем роутере. То есть вам необходимо тоже это понимать. Потому что мы тестируем конкретно в лабораторных условиях. По быстрым настройкам очень все красиво сделано. У нас здесь есть аудио-выход, регулировка, да, там переключить на другое устройство, так как это скайвортовский диск. И мы тут видим сразу же проблема с носителем Orica USB. Тут есть один момент. Дело в том, что сама по себе система не воспринимает NTFS-диски, только exFAT. NTFS мы запустить не смогли. В настройках экран и звук. Хотя есть заявленный AISR, которого я не нашел в настройках. Если посмотреть на настройки Xiaomi Mi Box, там прям это выведено отдельной опцией. А здесь я сколько клацал, ни при подключенном рекордере SDR, ни при подключенном телевизоре никакого упоминания AISR здесь. Проверить AISR мы не можем и подтвердить его наличие в автоматическом режиме тоже нет. Разрешение поддерживается до 4К 60 Гц, есть масштабирование текста и есть адаптивный HDR Dolby Vision, то есть использовать динамический диапазон контента. Также есть автофреймрейт и заявляют про QMS, но я не могу подтвердить QMS, потому что вот нет у меня QMS телевизора, к сожалению. В расширенных настройках есть предпочитаемый диапазон, именно предпочитаемый формат, и выбрать форматы динамического диапазона самостоятельно можно. В аудиоопциях есть поддержка Dolby Mat либо Dolby Digital Plus, это преференция. Есть аудиосинхронизация звука, очень полезная опция, которой зачастую в ТВ-боксах нет. И есть настройка объемного звука, где мы можем вручную выбрать автоматически, но
Если хотите, чтобы у вас работал Dolby Atmos в Netflix, то только автоматически выбираете. Если больше смотрите в пробросе что-то, то можете настраивать вручную. Также в настройках у нас, нет у нас, кстати, точки доступа. Аккаунты, профили, все отлично, нормально. С конфиденциальностью нас не очень интересует в самой системе. Есть питание, энергопотребление. Режимы энергопотребления я ставлю повышенное потребление, потому что это не влияет на аккумулятор. И, в принципе, он работает на максимальных своих каких-то частотах, спокойно доходит и не заваливает никакие приложения, допустим, в сон. Есть таймер отключения устройства, кстати, при бездействии, при просмотре. И об устройстве мы видим модель, версию Android, версию ядра и, конечно же, прописан Netflix ESN. Переключение режима для разработчиков я тоже не нашел никакого упоминания при ASR. И тут есть у нас, видите, трансляция. Управление трансляцией. Показывать уведомления на всех устройствах Android, подключенные к вашей сети. То есть либо всегда, либо во время трансляции, либо никогда. И в самих устройствах искать устройство рядом. Наконец-то сделали вот эту опцию, потому что бывает, что чье-то Bluetooth устройство постоянно пытается подключиться к вашему. Здесь можно это сделать и отключить. Не отключиться, оно само пытается найти. Сейчас проверим трансляцию. Хочу еще посмотреть пульты и аксессуары. Это, кстати, очень важно, потому что у нас есть настройка кнопок на пульте DU. То есть мы понимаем, что он с инфракрасной опцией, Bluetooth пульт, где мы можем с вами добавить какое-нибудь устройство, телевизор, саундбар, AV-ресивер. И, пожалуйста, там выбрали LG, например, выбрали громкость, там настроили. У вас вы можете регулировать громкость, переключение источника сигнала и, допустим, делать еще с вами включение и выключение телевизора через инфракрасный порт. Но при этом здесь есть еще кастомизируемые кнопки. Если нажать на кнопку трансляции, то вы можете создать быструю команду, либо Google Home, либо любимое приложение. Также есть Live TV кнопка, которую мы можем программировать. И есть кнопки быстрого набора YouTube, Netflix, Prime и Disney, которые можно переназначить, используя, например, TV Quick Action. Есть такое приложение, о нем делал когда-то обзорчик. По поводу трансляции. У меня есть Google Pixel, и мы, конечно же, должны с вами проверить, как работает трансляция. Проверим на простом YouTube, там просто через Google Cast. Удобная тема. Давайте включим, допустим, свой какой-то обзорчик. Нажмем трансляцию, он видит этот TV-бокс. Сейчас включается автоматически. Вот видите, подключенное устройство Google Pixel 10 Pro XL, пожалуйста, трансляция прошла. При том, что вы можете транслировать сюда не только, я выключаю, не буду воспроизводить это видео, при том, что вы можете сюда транслировать не только, допустим, смартфон, что-то из каких-то сервисов. Вы же понимаете, что можно, допустим, в Гугле найти фильм какой-то и затранслировать его на ваш ТВ-бокс, да? Вы можете сюда, допустим, транслировать, кастить, имеется в виду экран ноутбука через Google Chrome и тому подобные вещи. Это очень, очень классная тема. Для того, чтобы попасть в маркет, здесь сделали достаточно удобный раздел приложения. Вы можете все искать здесь, но не в полной мере. То есть для того, чтобы попасть в маркет, вы можете сказать Google Play Store. Он у вас откроется. Вообще, чтобы вы понимали, вот этот вот ассистент, он очень-очень крут. Именно в таком исполнении. Давайте сейчас, видите, здесь очень много разных приложений. Мы можем делать поиск с вами, допустим, голосовой. Кодек инфо. Видите, оно таким образом работает, а можете голосовой поиск реализовывать через саму клавиатуру. Вот нажимаете прямо на клавиатуре кнопку голосовой, это в Google TV так делается. Кодек инфо. Видите, вот таким вот образом. И сразу устанавливать. Это очень удобно. Мы, кстати, хочу кодек инфо посмотреть по кодекам, которые он поддерживает. Открываем и смотрим. Там, где молоточек, это у нас с вами декодинг аппаратный AC3. AC4. А вот тут вот давайте сразу же проверять. Вы видите сейчас вставочку, вы видите, что именно поддерживает Dolby True HD из звука, Dolby Digital Plus, DTS и DTS HD Master Audio. Ребята, данный TV-бокс по звуку очень и очень крут. Dolby Atmos выводится через Dolby Digital Plus, по-другому проверить не могу. То есть, и я могу это подтвердить вот наличием аппаратного декодинга AC3, AC4 аппаратный декодинг, EAC3 это Enhanced AC3, это Dolby Digital Plus, FFmpeg это понятное дело. Потом у нас есть, давайте посмотрим, DTS аппаратный и DTS HD. Это вот очень круто. То есть на самом деле здесь все в аппаратном декодинге. Из видеодекодеров, из таких, которые нам нужны, видео AV01 есть. AVC простой, AVC, Dolby Vision, Dolby Vision, Dolby Vision, Dolby Vision, Dolby Vision, Dolby Vision. Разные профили. Есть 265 кодек.
MPEG 2 это уже стандарт. VP 9.2. Ну и по DRM, в принципе, можем посмотреть. Widevine DRM L1 у нас есть. У нас есть ClearK, да, поддержка. И есть у нас еще один ClearK. Если говорить о внешних устройствах, да, здесь два USB 2.0, которые задекларированы производителем. И как мы видим, сразу же у нас exFAT, только NTFS не появился, у нас диск двухраздельный. Мы можем проверить, что он может воспроизводить. Для этого мы запускаем с вами сразу же, проверяем профиль 7 Dolby Vision. Само собой, ничего у нас не происходит. Само собой, дальше AV1 кодек воспроизводит. LG New York 4K, HDR, пожалуйста, тягает без проблем. То есть он включает HDR, отлично, все срабатывает. Также у нас есть Dolby Vision здесь. 5 и 8 профиль, все работает, то есть сам по себе телевизор клацает. Я не вижу здесь проблем. То есть с внешнего жесткого диска мы можем с вами воспроизводить любой фильм без ограничений, грубо говоря, не фильм, а давайте так, видеофайл, без ограничений. По поводу нестандартных методов просмотра, ограничений по воспроизведению нет никаких. Тянет все, отлично работает, 2 гигабайт хватает. Мы сейчас просматриваем с вами один из OTT-сервисов. Мы не называем сейчас OTT-сервисы никакие, потому что очень сильно ругаются правообладатели. Это официальный OTT-сервис, переключает все отлично. Нет у меня вопросов по нему, то есть мгновенная реакция. Смотрите, просто переключаем и все. Все супер. Все просто супер. Как и любые стриминговые сервисы, которые есть, допустим, на моем рынке, потому что здесь есть DRM L1, еще и декодинг любой аппаратной звука, будут воспроизводиться отлично. Очень жалко, что не вижу AISR. Давайте подключим к нему геймпадик. Мы же должны проверить с вами, как, например, Асфальтик гоняет. Потому что я, конечно, большой противник игр на ТВ-боксах. Вообще большой противник. Но вы мне начинаете рассказывать, как ты мог не показать, как тут играть. Ну, давайте во что-то поиграем. Геймпад он подхватил абсолютно мгновенно. То есть я не вижу проблем с подключением геймпада. Его подключал через USB донгл. Использую GameSear Tarantula. Абсолютно совместимый геймпад. Ссылку Лисичка закинет в описании под видео. Да, Лисичка? Да, все супер для ребят. И давайте сейчас попробуем с вами, как оно бегает, прыгает. И если какие-то у нас тормоза, профрезовки, да нет, тут не будет такого. Даже наличие 2 гигабайт, сейчас последние вот эти обновленные версии Google TV, они очень сильно прокачали интерфейс в том плане, что оптимизировали по быстродействию. То есть они очень сильно урезали потребление памяти самим Гуглом и повырезали очень много лишнего. Действительно, смотрите, Асфальт 8, он достаточно прожорливый. Смотрите, как быстренько все это хорошо едет. Можно ли играть? Да, пожалуйста, играйте. А поиграть вы можете как, допустим, в те же самые какие-то гоночки, вообще во все, что есть в маркете, да, то, что можно установить. Ну или какой-нибудь там вот такие вот имеется в виду казуальные игры. Больше серьезное, что, ну что можете установить, допустим, GeForce Now, попробовать стриминг. Да, это будет работать. Но насколько это будет удобно играть, не знаю. Я сам по себе стриминг не очень люблю. Я люблю физические компьютеры. Давай быстрее. Давай быстрее. Ну, утонуло. Очень жаль. Ребят, давайте проходить уже делать выводы. Мои выводы таковы. Получился ли этот ТВ-бокс? Получился, но только в том виде, в котором он есть фактически, а не так, как они заявляли. Можно на нем смотреть контент? Можно, нужно. По звуку, по объемному вообще вопросов нет. Dolby Vision тягает. Netflix с Dolby Vision, с Dolby Atmos. YouTubeчик HDR тягает? Да. Автофреймрейт есть? Да. Можно смотреть? Можно. Хороший 5 ГГц Wi-Fi. Нет AISR, но тут уж вопрос к нечестному маркетингу. Хотя я, честно говоря, удивлен, почему на Amlogic S905X5M не сделали AISR. Может быть, он работает в автоматическом режиме, а этого мы проверить без отключения его не можем. Поэтому могу ли рекомендовать? Могу, однозначно могу. Стабильный, нормальный, хороший. Мы много тестировали, много на нем смотрели. Но если вам не нужны дополнительные порты, не нужен LAN-порт и SPDIF, то извините меня, вот это вот то же самое, те же яйца, вид сбоку. Вот так вот.
Поэтому я свое слово сказал, ссылки все в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.